А спонсор этого видео – онлайн-магазин цифровых товаров SteamBuy. Здесь вы найдете множество игр по всем популярным жанрам. В магазине присутствует огромное количество скидок на всех популярных платформах. У магазина куча положительных отзывов, оставленные реальными людьми. Также проводятся бесплатные розыгрыши игр. Переходи по ссылке в описании, участвуй в розыгрышах и испытай удачу. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Продолжаем проходить модификацию на Stalker Zoo в Припяти. Плохая компания, 2, масон. И в конце прошлой серии мы снова вернулись к бункеру ученых, но уже после очень даже необычных событий. Ссылка на все серии по этому моду в описании. Так, у нас получается было нечто необычное в подземельях этой локации. И встретили мы клона в конце серии, который рассказал нам много чего. Он рассказал, короче, можете посмотреть прошлую серию, я не буду пересказывать. Что ж, ну и нам нужно уговорить Миронова, чтобы он захотел заговорить или как-то связаться с этим клоном. Вы даже не представляете, где я был и что я там видел. Заинтриговали. И что же? Отправившись по координатам, которые вы указали мне, я обнаружил на том месте телепорт. Шагнув в него, он перенес меня в подземелье Янтаря. Это совершенно иной мир. Опасный и до дрожи в коленях, жуткий. Да, мне приходилось слышать от бывалых сталкеров, что творится там под землей. Знаете, то, что происходит здесь, на поверхности зоны, мы еще пытаемся как-то изучить. И даже имеем пусть и скудное на представление о том, как все это устроено. Не всегда почему-то было принято считать, что влияние зоны как на поверхности, так и под землей одинаковое. Но ведь это ошибка. Большая ошибка. Иной раз мне кажется, что тьма, живущая глубоко под землей, под влиянием зоны также мутировала и ожила. И это не просто страх туннелей. Даже сквозь одежду чувствуется прикосновение чего-то разумного, будто некто ощупывает тебя, пробует на язык. Нужно всегда быть начеку, иначе никогда не выберешься к свету. Что с вами там произошло? Со мной ничего. Мне удалось выбраться невредимым, но я кое-кого оставил там. Клона. Я нашел его. Не может быть. Почему вы не привели его сюда? Все это подземелье представляет собой огромную аномалию. Если путника поглотит тьма, он не умрет, но выбраться уже не сможет. Точнее, без энергии, которую вырабатывает эта аномалия, человек долго не проживет. На поверхности его ждет смерть, однако тьма его вновь возродит. Похоже на временную ловушку. Момент смерти является отправной точкой. Если верить в теорию души, соединив с мифом о ноосфере, то получается, что душа после смерти должна стать частью эфира, но натыкается на аномалию, которая словно паучья сеть ловит беззащитную мушку и уже не отпускает ее. Теперь понятно, почему он сказал, что его не убить. Кого? Не обращайте внимания, в общем, он боится покинуть подземелье, поэтому надо что-то придумать, если вы хотите с ним пообщаться. Подкинули вы мне задачку. Решение это простое, самому туда отправиться, но боюсь я боюсь. Ладно, что-нибудь придумаем. Кстати, у меня для вас хорошая новость. Профессор только что собрал первый прототип пси-защиты. Неужели? Поговорите с профессором. Спасибо. Кстати, я принес один ваш капкан, он неисправен. Я посмотрю, в чем дело. Угу. Ну-ну. Если что, одну минуту. Изучай. Изучай. Да-да. Вам удалось собрать прототип? Миронов Приветствую на уже нашей научной проболтался. базе.
И я еще провожу настройку. Не хотелось бы, чтобы вы погибли раньше времени. То есть, согласно моим расчетам, разумеется, то есть, ближе к сути, профессор. В общем, я выбил вам целых 3 минуты, чтобы провести замеры. Хватит и 1 минуты, но вам нужно будет добраться до главного здания. Вы ограничены во времени, но у вас есть преимущество. Если поймете, что не успеваете, поспешите выбраться из зоны активности, а после, дождавшись, когда прибор остынет, попробуйте снова. Так как мы имеем слишком мало данных о природе пси-излучения, приходится включать защиту по всем известным каналам, а это неизбежно приводит к перегреву. Ясно. А точно 3 минуты? Цифра, конечно, примерная, плюс-минус. Прибор сам установит таймер в зависимости от условий. И если вы почувствуете недомогание, значит, необходимо срочно покинуть территорию. Так что для надежности рассчитывайте на 3 минуты. А как время истечет, у вас будет в запасе еще немного времени. Сколько точно, ответить не могу. Ладно, держите прототип и сканер. Удачи. Угу. Еще один сканер надо установить. Ладно, что, отправляемся. С ним пока нет смысла болтать. Амбеза у нас все еще нет. Так, бегаем. Голым. Почти. В одном свитере. Так, ну что ж. Где это наш сканер надо установить? Вот прям в центре территории завода Янтарь. Холодно ему. Тихо ты. Ну-ка. Вылазь давай из кустов. Так, а его не надо надевать? И он уже надетый. Так, и где он? Ага. А, таймер, короче. Тот же этот. Как внутри каком там подземелье. Да, вроде в этом же на последнем уровне тоже был таймер. Ну, когда отключаешь саму пси-установку, там просто можно отбежать где включается таймер места. И снова, то есть обнулить можно таймер. Сделать рестарт. Так, ну чё, пойдем дальше. Мочить зомбарей. Сейчас. Блин, через кусты шмаляют. И аптечек мало. Надо было... Хотя не у кого тут вроде покупать. У Сахарова вроде аптечек нет. Так, ладно. Сейчас поставим сканер. И будет все. Окей.
И будет все чики-бамбони, да? Так. Его еще и наверх надо, что ли? Хорошо бы успеть. Готово. Ага, и дождаться сбора данных. Ну, мы вот так сделаем. Дождемся и заберем. Хотя дождаться-то... Как долго-то? Сканер будет собирать данные в течение 1 минуты. Ну, ждем. Так, готов. Прибор готов. Сейчас мы его заберем. Так. Критический уровень пси-излучения. О, а чё таймер почему-то сбился? Точнее, я его сбивал, а он... Его стало намного меньше в смысле. Там их двое сразу, блин. Так, на этот раз я им приготовил гранаты. Так, все, пора отсюда сваливать. Так, у меня гранат много. Так что... На. На. Ну и, конечно же, у меня дробовик есть. Черт. Ну, нахер вас. Даже одного не завалил, походу. На. Сдохни. Второй куда-то делся. Ну и хер с ним. Так, все, наверное, возвращаемся, да? Да-да. Так, Сейчас Сахаров, буду. давай тащи сюда. Хорош там высматривать свои приборы. Операция прошла успешно, Чем профессор. пожаловали в мою скромную Возвращаю. лабораторию? Как показал себе прототип. А в целом, вы, как вы и говорили, однако, когда я его забирал, прибор вдруг быстро нагрелся. Сейчас гляну. Да, сгорела защитная плата. Явная перегрузка. Вам крупно повезло, уважаемый масон, что вы остались в живых, но это того стоило. Знаю, когда будет создана полноценная защита. Я сейчас же займусь расшифровкой данных. Работы, конечно, много. Я попробую ускориться. Я на вас надеюсь, профессор. Угу. Снова ожидать этого прибора. Значит, вам удалось проникнуть на территорию завода и даже собрать данные? И каково там? Установка сделала свое дело. Кроме зомби, кажется, никого там и не было. А что же излучение? Его как будто бы и не было. До определенного момента. Еле он унес ноги, когда стало по-настоящему жарко. Вы невероятно везучий. Разве? По-моему, самый большой неудачник это я. Сколько бы я не строил планов, все они по итогу оказываются бесполезными. С легкой руки жизнь подбрасывает мне задачки. Одна сложнее другой. И я постоянно балансирую между жизнью и смертью, пытаясь их решить. И вы делаете это с успехом. Ну да, предавал, обманывал или банально убивал всех, кто встает у меня на пути. Мало поводов для зависти, но много для скорби. В физике есть закон такой. Сила действия равна силе противодействия. Так и в жизни. Чем больше вы прикладываете сил, тем с большими трудностями вы будете сталкиваться. Считаете, мне нужно оставить свое рвение и положиться на судьбу? А во всяком случае, не пытайтесь силой ее покорить. Действуйте хитрее.
Такой уж я, сила есть, ума не надо. Вот только, слышите, кажется, кто-то пришел. Пойду проверю. Так. Клон собственной персоной. Так это все-таки Кайдан, да? Ха, как я, как я и думал. Я видел, уже заметил этот момент в самом первом видении, когда мы пришли на Янтарь. Ну а вот в подземелье он стоял как-то вот боком, я не понял. Это его лицо нет, но сейчас похоже, что да. Ну, по крайней мере, похож сильно, да? Вот и я здесь. Почему решился? В одиночку мне не справиться с дьяволом. Я хочу всем показать, что он на что он способен. И чем больше людей будет знать о нем, тем больше сил будет брошено для борьбы с ним. Разумное решение. Вместе мы справимся. Но надо поспешить. Дьявол уже охотится за мной. И что он делает, когда не занят охотой за тобой? Подыскивает тебе тело, чтобы перевоплотиться в человека. Матерь Божья. Пока он слаб, мы можем бороться. Идем, расскажешь все Миронову. Ну, рассказывай. Какой-то знакомый ваш пришел. Это тот, о ком я вам говорил. Орест вернулся. В смысле? А я думал, он бесследно исчез. Где же он пропадал? Одну секунду. Это клон. Именно его я видел в своих видениях. Вот оно что. Наш Орест стал жертвой коварной аномалии. Только нашелся Орест, как теперь вдруг пропал Савл. Вы не знаете, где бы он мог быть? Последний раз я видел, как он уходил вслед за вами. Это было после первого вашего доклада о работе НС-2000. Чуть позже я встретил, но мы разошлись и больше уже не виделись. Ладно, и так, что вы намерены делать теперь? Нужно выяснить, как аномалия связана с Орестом. Для этого проведем эксперимент. Орест наденет нейронный синхронизатор, подключенный к специальному датчику аномальной активности. Если связь между ним и аномалией установится, и я это зафиксирую и попробую даже оборвать ее, в результате Орест освободится. В теории, разумеется. Снова игра с огнем. Так. Ну-ну. Так. Что за черт? Ага. Сейчас придет дьявол. Точно. Похоже, у нас проблемы. Что-то не так. Надо уходить. Ну да. А, вот кто это делает. Это что же? Это как же? Ах, похоже, я его потерял. Что на это скажет профессор? Профессор, видимо,
Он погиб? Как это случилось? Вы же должны были его охранять. Профессор, он не погиб. Ну, я надеюсь на это. Вы знаете, чем он занимался? Исследовал зомби? С использованием пси-трансляторов. Хотите сказать, он мог превратиться в зомби? Что же делать? Как же я обойдусь без сотрудника? Давайте не будем спешить. Мне кажется, еще можно все исправить. Изгнанник, найти Ореста. Снова найти Ореста. Ну ладно. Так, а что она там расскажет? Может, егерь что-то знает? Задание выполнено. Мне известно, как попасть в подземелье янтаря. Там есть аномалии. Это то, что ты ищешь. Надо бы просканировать их. Вот прибор установи рядом с какой-нибудь аномалией. Вот, ну, чтобы безопасно было. Как только ты это сделаешь, я тут же настрою свой детектор и сам спущусь в подземелье, так что дождись меня. Отметь, где ход. В этом месте лесенка аккурат ведет в самое чрево ада. Рисково. Вся эта подземка одна огромная аномалия. И очень странные дела там творятся. Поставь сканер недалеко от выхода. Договорились. Еще одно заданице. А тут у меня склад небольшой. Такс. Угу. Теперь нам нужно... Да, этот поставить. Это мы с егерем договорились, что я отправлюсь в подземелье, установлю сканер. Да, это тут сканер надо поставить. Но нам еще и надо найти Ореста. А, он рядом, смотри-ка. Ладно. Но это просто место... Точка ведет, наверное, на вход в подземелье. Так что туда идем. И так, как я понял, нам вот в это место нужно поставить сканер, да, вот. Но я, кстати, вот второе место, где нам надо войти, я не знаю, как туда пробраться. Возможно, как раз таки вход, ну, возможность подняться на это здание и спуститься вот к этой лестнице есть с этой стороны. Потому что где там сетка, это там никак не пробиться. Так что пробуем здесь. Ага, здесь вообще не пройти, здесь сразу умирает. Так же, как и в тоннеле. Тайник нашел. Вот. Мужик лежит, а у него рюкзак. Это прям вот... Как оно называется-то? Болото янтарное. Ну и артефакт еще там был в аномалиях. Золотая рыбка. А, нет, вру. Пузырь. 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 Хрен не узнает, что делать. Опа-на, это кто? Ореста, точнее клон. Клон-то умер. Опять проклятый ПМ. Может, его надо забрать? Не знаю. Так. У нас есть задача найти Миронова и найти Ореста. Ну, Орест уже, скорее всего, будет в другом каком-то облике. Так что мы даже и не знаем, как он будет выглядеть. И так, оказалось, что со входом в этот в наше подземелье получится... Здесь, короче, не получится вообще никак не пройти просто так по-обычному. Я облетел вокруг все это здание через деморекорд, но никак туда не войти пешком. Единственный способ есть у нас вот такое вот перемещение в КПК. У нас же, когда мы выходили из подземки, появилась точка перемещения. Как раз таки вот это
Янтарь, вот тут уже 3 точки. Можно быстро перемещаться по ним. И вот одна из них, это у нас как раз таки тот самый люк. Сейчас мы туда и попадем. Ну вот мы... Точнее уже за этой оградой. Ну и спускаемся. Упс. Так, ну чё, давай поболтаем. Именно об этом я и предупреждал. Где Миронов? Скорее всего, он где-то в этих тоннелях. Тогда я пойду ему на выручку. Нельзя! Ты остался жив, и это неспроста. Дьявол уже заманил тебя в это подземелье, и вот снова расставлен капкан, но теперь-то мы знаем, что он добивается. Просвети. Как я говорил, он хочет переродиться в человеческом обличии. Видел, на кого он сейчас похож? Кровосос. Наиболее сильный и выносливый мутант в зоне. Думал ли ты, как ему удается то появляться из ниоткуда, то исчезать в никуда? Вот и ответ. Но кровосос не человек, и потому он ищет тело, но не абы какое. Я ведь слышал про тебя. Из любой передряги выберешься. А ты, наверное, еще и медиум. Часто встречался с потусторонней силой. Чуть ли не с первого дня в зоне. Идеальный кандидат. А все, что с тобой происходит, это проверка. Зачем он хочет стать человеком? На что способен дьявол в человеческом обличии? Нет, не так. На что способен человек во главе государства? Примеров в истории немало. А уж дьявол пробьет себе дорогу, не сомневайся. А как же быть? Обыграем его. Он снова убьет тебя. Почти наверняка, но я отвлеку его, дав шанс тебе. Пока взор его будет обращен на меня, ты подготовишь все к ритуалу. Ты ведь нашел мой КПК? Рядом с тем местом его есть тайник, в котором находятся специальные очки, позволяющие видеть очень редкую аномалию. Ну, я говорю аномалию, на самом деле. Я не имею в виду ни малейшего представления о том, что это такое. По крайней мере, эта аномалия безвредна для человека, но зато она способна рождать один уникальный артефакт. Как я понял, эта аномалия находится на рубеже двух измерений, потому может создавать некие проводники между мирами. Именно с помощью такого артефакта я создал портал. Нашел же этот артефакт я на болотах в Темной долине. Когда же я осознал, что совершил ошибку, я вновь отправился в долину, но попал в ловушку к дьяволу. Тот устроил мне встречу со мной и же из прошлого. К тому же аномалии той уже не было на болотах. Похоже, артефакт и есть источник аномалии. За все время своего заточения я не раз отправлялся на поиски артефакта. Даже до кордона добирался, но каждый раз дьявол настигал меня и убивал. И все-таки благодаря своей настойчивости я выяснил, что столь редкая аномалия возникает на болотистых местностях и меняет свое положение после каждого выброса. Последний выброс сделал невозможное. Создал аномалию на болотах Янтаря. Я видел ее и почти добрался до нее, но понятно, что дьявол не позволит мне завладеть артефактом. Артефакт виден только с помощью очков. Почему же дьявол просто не уничтожит их? А кто мне рассказал, как их создать? Впрочем, он уничтожил очки, но я сконструировал новые и спрятал их в тайнике. И он не может их найти? Не знаю, может, уже нашел, если искал, конечно. Он слишком сильно был занят тобой. Он, наверное, следит за каждым моим шагом и быстро поймет, в чем тут дело. Сон, я отвлеку его. Мы попались, потому что я слишком долго топтался на одном месте. Теперь все будет по-другому. Я буду убегать от него столько времени, сколько потребуется тебе, чтобы найти артефакт. Все его внимание будет обращено на меня. Ты сказал, что хочет
Он хочет переродиться человеком, и я его первый кандидат. Каким образом он станет мной? Тебя должна поглотить тьма. Именно это самое, которое окружает нас сейчас. Один раз он уже заманил тебя в подземелье, но ты выбрался. Теперь он похитил Миронова. Зная, что ты пойдешь за ним, вторая попытка. Он решился насчет тебя. Чем раньше мы найдем артефакт, тем быстрее ты спасешь Миронова. Не стоит рисковать, масон. Как найдешь артефакт, отправляйся на стоянку около завода. Приходи вечером и жди меня. Боюсь, в одиночку мне не справиться. Твой брат помог бы мне, но вот куда он исчез? Никакого брата не было. Это все обманка дьявола. Ясно. Ну тогда удачи нам. Так, разыскать Савла. Отменено. А, то есть... Савла этого вообще не было. Это тоже какая-то обманка. Подземелья нам теперь не надо. Забрать очки из тайника. Понятно. Ну тогда выбираемся сейчас. А тайник... Тайник наверху ведь? А, вот там ящик, который был наверху. Видимо, там он есть. Идти найти очки есть. Да, ну и история. Да. Похоже, еще история будет довольно-таки длинной. Так, ну давай сходим посмотрим, где он там запрятал эти очки. Так, где-то здесь. Снова зомбаки. Та-дам. Где-то здесь. А, смотри-ка. Да, какие-то... Визор. Хотя эта вещь и называется очками, на самом деле это шлем. В лицевую часть которого интегрировали линзы особой материи. Если приглядеться, может показаться, что это расплавленный артефакт. Как бы то ни было, с помощью этих очков можно увидеть одну редкую невидимую для человеческого глаза аномалию. Очки я надел. Как я теперь должен определить нужную аномалию? Да, как? Ну-ну, посмотрим, как они покажут себя в деле. О, СГИ. Такс. СГИ мы не возьмем или возьмем? Ну ладно, давай возьмем пока. Посмотрим. Ой, тут у нас все воздействия, но у нас другого выхода нет с этой всей активной территории, так что будем быстренько сюда сваливать. Так, вот так я прошелся. Черт. Давай, беги. Все, бежал, отлично. Так, теперь... прибыть на место. Так, это мы с егерем тогда договорились, но там все еще активная зона, вот это место вот. Туда пока что не попасть, это, наверное, впереди еще, когда Сахаров нам сделает этот шлем, доделает. Что-то он долго возится с ним. Такс. Ага.
Теперь у нас есть задание изгнанник. Используя специальные очки, визор можно увидеть скрытую аномалию, которая порождает редкий артефакт, нужный для создания портала в иное измерение. Хорошо, но где его искать вообще? В какой аномальной зоне? Так его надо, скорее всего, искать именно в этом подземелье, получается, да? Отыскать невидимый артефакт. Ага. Или я что-то не так понял? Итак, из диалога ясно, что нам искать нужно на болотистой местности, а точнее последний выброс сделал невозможное и создал аномалию на болотах янтаря. Ну и вот, короче, нам нужно сейчас сходить на вот наше болото. Вот сюда вот, скорее всего. Ну, я так думаю, туда. Так, кстати, можем воспользоваться быстро переместиться туда с помощью перемещения вот таким вот образом. И не надо бегать, прыгать. Ну, в общем-то, было близко, но все-таки... во-во-во, видишь, уже аномалия. Ну, скорее всего, это просто... Раньше такого свечения не было нигде. И вон, другие вот источники света да вдалеке не так светятся. Это костер, скорее всего, он. Это такие аномалии. Ну, сейчас посмотрим. Ну, как раз таки на том болотистой местности этой. Сорвать артефакт, во. Он наверху. Вот еще он. То есть, вот он. Вот прям на дереве. Чтобы я еще раз надел эти гребаные очки. А что? Тебе же вроде неплохо, ничего не стало. Ну ладно. Такс. Сорвал артефакт, дальше. Так, ну... Ну, наверное, надо ему сейчас этот артефакт отнести. Или я опять что-то... Так. Ну, забрали мы артефакт, и что? Артефакт может создать портал. Хорошо, дальше что нам делать? Что-то я не могу понять. Так, вот он артефакт, портал. Артефакт был порожден невидимой для человеческого глаза аномалией, да и самого без специальных очков не разглядеть невозможно. По легенде, артефакт находится между двумя измерениями и при активации может создавать проход на другую сторону. Сам по себе же артефакт обладает рядом полезных свойств, не имея при этом ни одного отрицательного качества. При контакте с человеком артефакт материализуется. Ну и восстановление здоровья, насыщение, восстановление силы, заживление ран плюс 2. Насыщение плюс 1. Ну, значит, нам нужно его использовать. Но где его использовать? Или вообще в любом месте? Непонятно пока. Так, ну, сохраниться надо по-любому. Так, 68 уже. Портал. Ну давай используем, посмотрим, что же будет.
А что-то его нельзя использовать. Странно. Может. И очки уже нельзя надеть. Так, хорошо. Ха. А что-то я не могу понять, что дальше-то с этим артефактом делать. Ага, вот нашел. Когда найдешь артефакт, отправляйся на стоянку около завода. Приходи вечером и жди меня. Да. Иногда читаю диалоги и нифига не запоминаю. Так, как найдешь артефакт? Стоянку около завода. Стоянка около завода. Вот она, стоянка у завода. Вот туда и отправимся. А сейчас еще рано. Надо вечером пойдем поспим в бункере. Ну вот и настал вечер, и мы на месте. Прийти на место. О, почти на месте. Вот чуть-чуть надо только несколько шагов сделать и дождаться Ореста. А вот и он. Идет откуда-то. Масон, тебе удалось? Я не сомневался. Сколько же тайн скрыто от человеческого глаза. Зона точно не порождение нашего мира. Это нечто потустороннее. Ты прав. Сам ад вырвался на землю вместе с его хозяином. Зону мы не уничтожим, но не допустим того, чтобы на земле устанавливалась власть дьявола. Каков план? Видел излучатель? Хоть он и был сгоревшим, но его собрал Миронов, поэтому мне удалось подлатать его. Артефакт я оставлю рядом с прибором, ведь только с помощью пси-излучателя возможно создать портал. И этому он меня научил. На определенной частоте произойдет слияние двух миров, и мы сможем видеть все, что скрыто глазу, в том числе и самого дьявола, и он уже не будет неуязвим. Мы убьем тело, а его проклятую душонку затянем в портал. Слишком просто. В чем подвох? Дьявол просто не явится к нам? Явится, точно говорю. Открытый портал все равно вытягивает его душу из тела, поэтому ему придется наведаться сюда, чтобы лично закрыть проход. А проблема в том, что сможем ли мы убить его? Как только он окажется рядом, он тут же запудрит нам мозги. Тогда нам следует поспешить, держи артефакт. Угу. Ну-ну, настраивай. Ты думал обхитрить нас, но мы оказались умнее. Я убью тебя, убью. Ты попался. Убить дьявола. И снова он нас куда-то перенес. Опа-на. Снова он убил Ореста. И масона скинул. И что же? Да. Ну, теперь точно сдохла. Задание выполнено.
Потеря. Спасти Миронова. Арест говорил, что прежде всего нужно разобраться с дьяволом. Что же с дьяволом покончено? Теперь я должен отправиться в это чертово подземелье и спасти ученого. Надеюсь, он еще жив. Дьявол. Да. Ну и морда. Ну что ж, Орест. Точнее, это клон Ореста. Так, ну что ж, пойдем спасать нашего Миронова. Где у нас КПК? Переместимся. Так, что-то у нас обновилось. Области тьмы, осмотреть место, прибыть на место. Задание обновлено. А, так это было внизу. Серьезно? А, да, я же забыл. Мы же об этом с ними говорили, вот. Так, Место вроде неплохое. Хотя какое тут чертовщина одна. Поставлю эту хреновину сюда, и будь что будет. Вот только... Что за... Показалось. Или... Черт. И как я здесь оказался? Лабиринт гадский. да, опанка. Опаньки. Опаньки, опаньки, это кто? Неизвестный. Вольный сталкер мертвый. Кто-то его замочил. Серпа. Так, вроде вот его записка неизвестна. Это что откуда? Послание визитер. Это у нас откуда? Визитер, мы не можем больше ждать тебя из темной долины, поэтому выдвигаемся к янтарю. Но на всякий случай я оставлю бойца дождаться. От него ты должен получить это послание вместе с отчетом. И так на базе долга мы добыли еще 2 записи. К сожалению, один наш боец погиб, когда пробирался через аномальное поле к радиоточке. Вторая зона с посланием обнаружилась около южного блокпоста долговцев. Дальнейшее изучение местности ни к чему не привело. И мы отправились на дикую территорию. С помощью твоего аппарата мы быстро обнаружили еще 2 точки на стройке рядом с упавшим вертолетом. Частота трансляции 1400 ДВ. Но, увы, мы так и не получили координаты груза. Необходимо продолжить поиски. Надеемся, что ты нагонишь нас. Мы будем ждать тебя в рыжем лесу и условном месте. Может, я это уже читал, не знаю. Так, тупик. Один раз не туда свернул, и назад пути уже нет. Тьма эта чертова. Что-то в ней есть, я спиной чувствую. Будто некто наблюдает за мной. Обернусь, пустота. А в затылке так и гудит. Не здесь же оно, уже за твоей спиной. Пока не сели батарейки в фонарике, еще можно было идти, постоянно оборачиваясь, но идти, когда остался без света, спасался рядом с аномалиями. Никогда раньше не видел таких аномалий. На камни или болты не реагируют, а вот на органику, оказавшись почти вплотную со сгустком света, мои мышцы вдруг напряглись и кости стало ломить. Похоже, аномалия работает как тиски. Пришлось отступить во мрак. Без света в темноте я ощутил противоположный эффект. Меня словно разрывало на части, тысячи рук
хватались за меня и тянули. Тянули невыносимо. Тогда я разобрал все патроны и использовал полученный порох, чтобы создать небольшие зажигательные смеси, которые давали света на пару секунд. Так я шел, думая, что двигаюсь к выходу, а на самом деле уходя все дальше от него. Последнее, что у меня осталось, пара спичек. Кое-как набрал разного хлама под ногами и разжег огонь. Потом только разглядел, что это человечьи кости. Как они горят. Очередная аномалия. Я здесь остался навсегда. Это точно. Надеюсь, больше... больше не постигнет и же участь, что и такая же участь еще кого-то, что и меня. Что-то она вроде этого. Плохо видно, почему-то не влезло все. Это, походу, старая записка какая-то. Ну что ж. Мы еще не нашли Миронова в этих же туннелях. Поэтому я сюда и пришел. Так, это бюро, то есть это прям вход. Так, зацепило. Придется перепроходить, сейчас умрет. Так, прошел я то плохое место. Вот еще одно плохое место. Надо очень аккуратно по стеночке прям пройти, чтобы оно не зацепило. А то все. Так, а где-то Миронов, похоже, что рядом, потому как вот ПДА уже пищит немножко иногда. По чуть-чуть. Ну, вон он. Но... О, нет, подожди-ка, еще кто-то есть там. Вот, походу, Миронов. Так, это еще кто? Тень какая-то, походу. Вот ты и попался. Нет, не может быть, все это был обман. Обман. В этом я мастер, но как ты мог поверить? Я запутался, испугался, я не знал, что мне делать. Как тогда в Припяти, да? И вновь ты наступил на одни и те же грабли. Так убей же меня, прекрати муки. Слишком просто, мне хочется и дальше наблюдать за тем, как разлагается твоя душонка. Сумеешь ли ты пасть еще ниже? Забирай мою душу, ты ведь этого так желал? Ты еще не понял? Наивная душа. Все это время я был тем сталкером, и я нещадно тебе лгал. Удивляюсь даже, как мне удалось так правдоподобно сочинить эту историю с дьяволами и тем, будто бы Оресту удалось открыть проход в царство мертвых. Это ведь бред, масон. А как же артефакт? Портал? Тут, кстати, не солгал. Я показал действенный способ, как изгнать духа. Впрочем, воспользуешься ли этим ты рецептом? Разве только чтобы спасти себя, и именно поэтому я расскажу тебе, как это сделать. Итак, шлем у тебя есть, так что артефакт ты сможешь найти, а портал откроешь с помощью пси-транслятора. Я отобрал эту штуку у Миронова и настроил ее как надо, а после разыграл весь этот спектакль, чтобы наглядно показать, как все это работает в идеале. А что с Мироновым? Вспомнил наконец-то. Он мертв, это будет тебе уроком, масон. Его смерть на твоей совести, если бы ты сразу пошел спасать, но его поглотила тьма. Ты виноват. Говоришь, не дьявол? О, нет, ты сущий дьявол. Ха, меня создали люди,
Но не во благо человечества, а чтобы убивать. Такова моя природа. Впрочем, я гораздо милосерднее вас всех. Я нахожу самых отвратительных представителей людской породы и лишь подталкиваю их к совершению злодеяний, а сам терпеливо наблюдаю за тем, как они деградируют. В чем же провинился Миронов? Меня создали ученые-фанатики, а Миронов такой же, как и они. А говоришь, на моей совести его смерть. Чтобы убить человека, у тебя повод всегда найдется. Как заговорил, однако. А я, кажется, понял, что ты такое. Тебя ведь здесь нет, ты всего лишь иллюзия в моей голове, но сам ты далеко отсюда находишься, в лаборатории X-16, запертый в колбе, как и гласит легенда, огромный мозг псионика. В народе меня прозвали кукловодом. Орест, тебя оживили? Я всегда был жив. Запустив установку, я стал лишь сильнее. И за это благодеяние ты убил Ореста? Когда он исполнил мою волю, я отпустил его и, видимо, поспешил. Он запаниковал, осознав, что сделал, и сам себя загнал в ловушку, в это самое подземелье, откуда так и не выбрался. Значит, он все-таки умер. А его клоны? Уже твоя работа. Нет. Ореста поглотила тьма, она же его впоследствии породила. Но... Довольно вопросов. Ты и так знаешь больше, чем кто-либо. Я был откровенен, но лишь для того, чтобы ты не был рабом своего незнания. Карты раскрыты. Больше не сможешь оправдать свою трусость. И помни, я буду внимательно следить за твоим падением. Это так занимательно. Как скажешь. Си-транслятор. Спасти Миронова провалено. Да. Потеря потери. Получено достижение ведомый. Кукловод добавлен комментарий к легенде. Да. Так, а кто же тогда был в подземелье этом? Что-то я не понял. Кто-то же был? Сахар, уважаемый масон, я завершил работу над пси-шлемом. Ага. Очень вовремя. Так, вон там кто-то есть. Ага, так это этот. Егерь уже пришел сюда. Так. Дьявол. Не зови его. Лучше. Напугал. Почему так долго тебя не было? Слишком опасно тут. Не раз можно заблудиться. Дрянное место. Знаешь, когда бывает вдруг страшно, по спине такой неприятный холодок пробегает. Так вот, я до сих пор чувствую его, чувствую, как смерть ходит рядом. Все мои инстинкты говорят, что уходить надо. Ну, уходим же, правда? Без артефакта я не уйду. А он здесь есть? Да, мне удалось его обнаружить, он совсем рядом, но я так и не смог за ним пойти, меня будто приковало к этому месту. Давай-ка по-быстрому найдем этот артефакт, да свалим отсюда. Договорились? Где находится артефакт? В соседней трубе. Что-то новенькое. Поверхностный анализ показывает необычное излучение, исходящее от артефакта. Нет сомнений, что дальше ни с чем подобным мне не приходилось иметь дело. Впрочем, и аномалий я таких еще не видел. А как ты вообще узнал про это место? На меня работал один сталкер, который занимался тем, что искал такие вот аномальные зоны, чтобы мы могли их изучить. К сожалению, связь с ним оборвалась, и я подозреваю, что он умер.
Ведь в последнем своем сообщении он описывал как раз это место и то, что он потерял всякую надежду выбраться отсюда. Кажется, я знаю, о ком ты говорил. Ступай за мной. Угу. Да, ну история. Иначе нам придется остаться тут навеки. Правда? Замочили тварей. Аккуратнее. Эта хрень может бахнуть. Что еще? Все, стоим, кого ждем? Сюда? И артефакт здесь. Ну, чё? Что случилось? Ну и? Не тупи. В чем дело? Что-то он затупил. Да. А, может этот? Нет, его он включает сам. В чем проблема? Вот блин. Что-то он походу затупил. Попробуем загрузиться по новой. Так. Ожил. Снова. Идем же. А, видимо, один куда-то туда заныкался и засел, гад, блин. А этот тоже тупанул. Ну. Идем. Да, долго же ты идешь. Так, что встал? Вот и все. То все. Что все-то? Пришли. Так чего же ты ждешь? Доставай прибор и засвечивай артефакт. Не все так просто. Свойства артефакта неизвестны, поэтому можно ожидать чего угодно. Знаешь, артефактов в Веде гораздо больше, чем вам, сталкерам, известно. Те, что добываются с помощью детекторов, запрограммированы на поиск нами. Так, стоп, что-то я куда-то не туда пошел. Те, что добываются с помощью детекторов, запрограммированы на поиск нами, учеными, и называем мы их полезными, то есть свойства их известны на 100%. И для людей они на самом деле безопасны, но в том же смысле, что и огонь, главное уметь пользоваться. А есть артефакты опасные, которые не обладают постоянными свойствами. Какие демонстрируют полезные артефакты? В чем опасность-то? Например, неожиданная смерть. Был у меня друг, Кириллом звали. Мы с ним частенько вместе вылазки делали. И вот однажды нашли мы какую-то безделушку, точнее, Кирилл нашел. А через пару часов он умер от сердечного приступа. И Ведя одет был в спецкостюм, контейнер имел специальные под артефакты, все как полагается, и на тебе. Молодой парень был, это точно не совпадение. Ты боишься взять в руки артефакт? Именно поэтому ты здесь. Угу. У нас есть выбор. Ситуация нестандартная, а сколько ты готов заплатить, чтобы я сделал это за тебя?
И можно отказаться, я не готов рисковать. Зря ты рассказал мне историю Кирилла. Ну, можно и выбрать первое. 10 тысяч. Знаешь, я передумал, не дает мне история Кирилла покоя. Мне тоже, я хотел быть честным, чтобы ты имел выбор, осознавая всю опасность затеянного нами предприятия. Ты решил правильно, теперь уходи. Ты уверен? Как скажешь. Я думал, типа, типа будет что-то, типа, поторгуемся и поднимет цену хотя бы. Да. Я же сказал, уходи. Вдруг передумал. Серьезно? Вот нет... Ну, ё-моё. Ну, как бы хотелось бы все-таки доделать начатое. Так, давай сразу согласимся. Может быть, я и мелочный, но договорились, запускай прибор. Замри и смотри вперед. Кстати, кто заметил, из какой игры озвучка его? Ну, вот персонажа этого зверя. Будь Ой, осторожен. егеря, я говорю. Так, похоже, надо его взять, да? Просто. Артефакт неизвестной природы. Артефакт был рожден таинственной аномалией, возникшей в тоннелях под Янтарем. Свойства нового образования неизвестны, так как ранее ничего подобного еще не было изучено. Какие ощущения? Чувствую себя хорошо. Артефакт явно имеет положительные свойства. Да, это зона, чтобы это было правдой. Так ты заберешь артефакт? Тебе придется с ним побыть некоторое время, пока мы не доберемся до бункера и не поместим его в специальную камеру. Как скажешь. Так, получены деньги. И получено достижение охотник за артефактами. Так, ну, видимо... Егерь уже внутри. Ну да. Сахаровен. Такс. Егерь, снова егерь. Я жив, ты жив. А артефакт изучают под микроскопом. Что дальше? Знаешь, там в подземелье я кое-что еще надумал. Если выберусь живым, больше не стану рисковать своей шкурой. Ты хочешь бросить дело и уйти из зоны? Не так сильно меня напугало подземелье Янтаря. Но я хочу перепрофилироваться. Буду работать заказами. Что я придумал? Время от времени я буду оповещать тебя о том, что мне требуется определенный артефакт. Твоя задача добыть этот артефакт и доставить мне. В чем выгода? Я выкуплю артефакт почти за полную цену, в отличие от местных торгашей. А загвоздка в том, что те артефакты, которые нужны мне, можно добыть только в определенных аномальных зонах. Имея при себе специальный детектор, тот самый, что я дал тебе когда-то, поэтому лучше не теряй его. Кстати, детектор у тебя? Не суть. Если потеряешь, можешь купить у меня другой. Да, чуть не забыл. Давай я закачаю в твой КПК инфу о всех известных артефактах, а также места, где их нужно искать. Все, кажется, договорились. Неожиданно. Но, впрочем, так даже лучше. По рукам. Угу. Ну и тут уже можно по заказам его. Так, ну и какой у тебя заказ есть? Итак, расскажи еще раз о том, чем мы занимаемся.
решил изменить политику добычи артефактов, чтобы защитить себя, хоть это и пошло мне в убыток. Теперь я рассылаю заказы сталкерам, а те уже сами ищут нужные артефакты, а после доставляют их мне. Но, впрочем, они могут и не доставлять, но только мне можно выгодно сбыть артефакт. Я готов заплатить чуть ли не полную его цену. Все-таки кормить я должен и себя также. Меня не интересуют обычные артефакты, а только те, что скрыты от глаз большинства сталкеров, так как их детекторы просто не способны засветить скрытые артефакты, а вот мой детектор способен, если ты можешь... его ты можешь купить у меня также. К счастью для всех, кто работает на меня, вам не нужно ломать голову, где искать артефакты. Аномальные зоны уже отмечены в ваших КПК. Все просто. Это все, что я хотел знать. Да, вот. Такие дела. У Сахарова уже Одну минуту. Си-шлем настроен. Поэтому обязательно мы с ним поговорим, но это уже, друзья, в следующей серии. Спасибо большое, что смотрите до самого конца и поддерживаете лайками. Буду благодарен, если поставите под это видео лайк и напишите комментарий. Спасибо всем, кто подписывается, остается со мной. Спасибо за просмотр. Всем пока. Ожидайте продолжения. Колокольчик еще проверяйте, если вы подписаны. Всем пока.